Здравствуйте. Хотел бы поднять тему, которая, как вы знаете, все мои ролики, в принципе, напрямую или косвенно связаны с лицемерием наших правительств по всему миру, особенно в демократических странах. Вот сегодня пойдет разговор о углеродном налоге. В английском он называется Carbon Tax. Вот. Теперь объясню, для чего вообще был придуман этот налог, и как, и что, и кто сейчас пользуется этим налогом. Буду говорить больше про Канаду, потому что это то, что я знаю больше. Но я уверен, что то, что я скажу, очень будет связано и с другими странами. Потому что я уверен, что и в других странах политики делают то же самое. Вот. На сегодня нашел информацию, что на сентябрь 2021 года 27 стран, даже больше, в принципе, уже ввели углеродный налог. Аргентина, Канада, Чили, Китай, Колумбия, Дания и весь Евросоюз, 27 стран. Япония, Казахстан, Корея, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Южная Африка, Швеция, Англия и Украина. И есть еще страны, которые тогда думали об этом, но я думаю, уже или ввели, или решили вводить. Это Бразилия, Бруней, Индонезия, Пакистан, Россия, Сербия, Таиланд, Турция и Вьетнам. Вот. Что такое углеродный налог? В принципе, разговор пойдет об изменении климата. Как вы все знаете, многие об этом говорят. Происходит изменение климата в мире, и это идет, ведет к очень плохому положению, что, по большому счету, атмосфера разрушится, и мы все умрем. Вот как-то так. Вот. И все страны решили, что надо спасать нашу планету. Причем я считаю, что решение очень правильное, планету надо спасать. Вот. Самое смешное это то, как они спасают планету. Значит, они вот заговорили про этот углеродный налог, весь смысл которого это, в принципе, вводить налог на любую продукцию, включая бензин, но не только бензин, для изготовления которой используется нефть, газ и так далее, уголь и тому подобное. Ихняя идея, что если они будут брать налог за это, то пользование этими энергоносителями станет меньше. И тогда загрязнение атмосферы станет меньше, и мы как-то вот приостановим процесс разрушения нашей планеты. Теперь давайте поговорим о лицемерии. Вот ввели они этот налог, часть уже ввели, часть собираются вводить. Как вы понимаете, что это не означает, что напрямую станет меньше загрязнения. Почему? Потому что если фабрика производит, например, какую-то продукцию и пользуется энергоносителями, за которыми им придется платить дополнительный налог, то, конечно же, цена продукции поднимется просто. И получается, что платить за это будем мы, жители этих стран. Это не значит, что загрязнение станет меньше, мы просто будем больше платить. Мы просто будем беднее, как и всегда, как и все, в принципе, что делает правительство, к этому и ведет. Вот. Теперь, это смешно, да, кажется, что они загрязнение не уменьшат, а мы станем все беднее. Вот. И планета до сих пор будет идти в ту сторону, в которой идет. Вот. Теперь, почему я говорю лицемерие? Потому что это только показывает, что им абсолютно плевать на то, что происходит с планетой. Для них это еще одна причина обложить нас налогами и просто нас обложить. Вот. Почему лицемерие все-таки? Давайте подумаем. Как можно, например, уменьшить потребление энергоносителей? Пойдем к простым вещам, к реальным вещам и так далее. Очень большое загрязнение происходит от машин. Машин, бензины, то все 3-10. Вот. В некоторых странах, например, из-за этого вводили более высокий октан бензина, чтобы все-таки загрязнение было меньше. Да, на этом бензине меньше ехали, но и загрязнение все-таки было меньше, поэтому это совсем неплохо было сделано. А вот в Канаде, в Америке бензин, я не знаю, как в остальных странах, но бензин очень низкого октана сравнительно тут. Самый высокий октан это 91, в то время как есть страны Европы, в которых уже 97-й, самый минимальный 93-й.
Ну, вот тут вот 91 это самый высокий в Америке, в Канаде, и получается, что как бы, ну, ребята, вы же сказали, что вы хотите уменьшить загрязнение. В чем прикол? Вот. Теперь, как они на самом деле могли это сделать? Знаете, что на сегодняшний момент очень много идет развитие электромашин. Все крупные изготовители машин делают электромашины сегодня. Не знаю, как в других странах. В Канаде купить электромашину стоит дороже, чем купить эквивалентную машину, которая ездит на бензине. Получается, что я, как простой пользователь, у меня стоит выбор купить более дешевую машину на бензине, что я могу подъехать на любую заправку, заправиться, ехать дальше, или купить более дорогую электрическую машину, у которой есть не очень высокий, как бы не очень высокая дальность пробега на одной зарядке, как бы в среднем там 300-400 километров, причем температура влияет, так что если холодно, это может быть меньше, если тепло, может быть больше и так далее. Вот, значит, назовем это менее комфортной опцией, потому что все-таки заряжаться надо чаще и так далее, и ехать на это можно меньше. Вот, и, но все равно, как бы, да, все-таки изменения в климате, нам надо думать об этом и внести свою лепту. Плюс они рассказывают, что вот, на бензине сэкономишь, но с другой стороны, на бензине сэкономишь, но сколько надо сэкономить, чтобы погасить эту разницу в цене машины. Теперь, если бы правительством было действительно не плевать на их людей и на нашу планету, они могли бы сказать другое: ребята, мы хотим, чтобы вы перешли на электрические машины. Давайте мы уберем все налоги, которые связаны с покупкой электрических машин. Тем самым делая электрические машины дешевле, чем простые машины на бензине. Еще раз, не поднять налоги на бензиновые машины, чтобы они стали гораздо дороже, а именно просто убрать налоги с электрических машин, и тогда покупка электрической машины будет намного дешевле. Во-первых, вы сэкономите при покупке, во-вторых, потом будете экономить на бензине. Поэтому получается, что да, вот эта вот не очень комфортная ситуация с тем, что надо чаще заряжать и так далее, и меньше ехать на каждой зарядке, она в принципе как бы, ну, становится чуть на задний план. Плюс ощущение, что вы все-таки делаете что-то хорошее для нашей среды, для нашей планеты, это тоже помогает. Вот видите, простое решение. Не вводить углеродный налог там. Вот у нас в Канаде 1 апреля должны ввести 25%. Представляете, что будет с ценами? И на бензин, и на электричество, и на простую продукцию, которую производят на фабриках, которые пользуются нефтью, газом и так далее. Ну вот как-то так, да, это с тем, что сейчас растут цены на бензин из-за войны в Украине, как они это говорят. Я вам говорил в прошлом ролике, что это полная чушь, то, что они нам объясняют. Но дело даже не в этом, просто нашли козла отпущения. Но дело в том, что простейший выход из ситуации, чтобы помочь планете, это просто убрать налоги со всех машин, которые пользуются электрическими двигателями, и уменьшить налоги на гибридные машины, потому что они все-таки не полностью убирают загрязнение, а только частично помогают, поэтому сделать их чуть-чуть дешевле, чем простые машины, а именно полностью электрические машины сделать намного дешевле, чем простые машины. Ну, я думаю, что как бы тогда все, кто покупает новые машины, будут покупать электрические машины, потому что будет очень большая экономия. Как бы очень все логично и очень все просто, и для этого не надо ничего суперсерьезного делать. Не надо спорить с гражданами о том, что нужно вводить этот углеродный налог или не нужно и так далее. Вот видите, вот простое решение для проблемы, которую все наши правительства, все наши лидеры пытаются усложнить, объяснить нам, что это не так просто, и что вот надо вот сделать это, и надо ввести налоги, надо то, 130. И в принципе показывает, действительно ли им важно не только наше экономическое состояние их жителей, которые должны будут платить все эти налоги, но и к тому же состояние нашей планеты. Вот, пожалуйста, еще одно лицемерие на лицо. Решение очень простое, но его никто не хочет делать, потому что тогда тогда федеральные бюджеты будут меньше. Вот.
Вот тогда им, может быть, придется урезать себе зарплату, не дай бог. А это уже проблема. Они у нас в Канаде во время пандемии 2 раза поднимали себе зарплату, депутатики. А тут вдруг урезать для того, чтобы спасти планету, ну вы что, ребята, ну это ж чушь. Кто такое делает, да? Ну вот как-то так, вот это вот по поводу углеродного налога, по поводу лицемерия наших лидеров и их отмазок. Вот. Спасибо за внимание.